В первую очередь приготовлю корж. Для этого мне понадобится 3 яйца среднего размера, 70 грамм сахара, 30 мл растительного масла без запаха, 20 грамм какао-порошка, 90 грамм муки, 1/5 чайной ложки соды. Я соединила все вместе, в дальнейшем буду перемешивать. И щепотка соли. В емкость, в которой я буду взбивать, выливаю яйца, сюда же всыпаю сахар и щепотку соли. Взбиваю все до увеличения массы в 5-6 раз, чтобы она побелела, увеличилась в размере и стала довольно-таки плотной, хорошо держала форму. Сегодня работаю ручным миксером, и весь процесс взбивания занимает приблизительно 6-7 минут, пока тесто достигнет стойкой, пышной, нежной консистенции. У меня миксер на 5 скоростей, начиная со второй и постепенно перехожу к пятой. Таким образом увеличиваю скорость, и процесс взбивания становится довольно-таки быстрее. Как только масса увеличилась, постепенно добавляю растительное масло тонкой струйкой. При этом продолжаю взбивать еще около полминутки, чтобы добиться однородной консистенции. Как только все готово, сюда же добавляю сухие ингредиенты. Смешиваю какао-порошок, муку и соду. Все это просеиваю одним этапом и хорошо, нежно, очень-очень аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить пышность теста. Этот процесс очень важен. Если опустится тесто, то тогда не получится очень вкусный, нежный, воздушный шоколадный бисквит. Поэтому стараемся сохранить все максимально пышно. Как только все готово, отправляю выпекаться. У меня духовка уже заранее разогрета до 180 градусов. Выпекаю приблизительно 10-15 минут. Использую разъемное кольцо. Сегодня диаметр 18 см. На дно уложила силиконизированную пергаментную бумагу. Такой вариант приготовления мне очень нравится. Поэтому, если еще не пробовали, обязательно приготовьте. Пока корж выпекается, приготовлю крем. Для этого мне необходимы следующие ингредиенты. 200 мл 33% сливок, 100 грамм сахара. Но здесь сахар дело вкуса. Можете чуть больше, меньше, как вам нравится. 500 грамм сметаны. В данном случае у меня густая, но если будет немного пореже, ничего страшного. Мы будем использовать загуститель. И за счет него у нас крем получится более стабильным и плотным. Ну и, конечно же, основа сегодняшнего крема – это вкусная желтая сладкая дынька. В первую очередь сахар соединяю со сметаной, хорошо перемешиваю и отставляю в сторону на 5 минут, для того, чтобы полностью растворились кристаллы сахара. И вместо сахара также можно использовать сахарную пудру, тогда продолжаем готовить крем дальше. Но так как у меня сахар, поэтому подожду 5 минут, а за это время приготовлю дыню. Она очень вкусная, спелая, ароматная и сладкая. Заранее ее помыла, очистила от семечки и кожуры. И сейчас измельчаю в кубик. У меня довольно-таки крупненький кубик, я решила сделать именно так, ну а вы смотрите индивидуально, можно измельчить чуть помельче. Кто-то из вас скажет, что можно измельчить в блендере и превратить в такое вот пюре, соединить, и будет более однородная консистенция крема. Я бы не советовала, потому что за счет большого количества сока в дыне крем будет довольно-таки жидким. Когда измельчаю в кубик, крем, конечно же, сочный, хорошо пропитывает торт, но при этом крем остается стабильным, и торт довольно-таки хорошо держит форму. Поэтому измельчила дыньку, и вот такая красота у меня получилась. Общий объем готовой нарезанной дыни 500 грамм. Пока отставляю в сторону, ну а за это время сахар полностью растворился, перехожу к дальнейшему приготовлению крема. Сюда я добавляю загуститель, здесь 12 грамм, а также 200 мл холодных сливок. Все взбиваю ручным миксером приблизительно 2-3 минутки. Весь процесс взбивания довольно-таки быстрый. Крем должен получиться стойким, но при этом довольно-таки мягким. За счет сливок крем приобретает очень вкусную и нежную структуру, а еще и четко выраженный сливочный вкус. В общем, мне очень понравился такой вариант крема, поэтому в дальнейшем буду регулярно использовать его в наполнении своих тортов. Когда используем такой крем, то и пропитку не надо для приготовления тортов. Крем взбивается очень быстро, буквально на глазах он начинает приобретать четко выраженный рисунок. Это происходит за счет сливок, которые во время взбивания, конечно же, загустевают, но и за счет загустителя, в составе которого уходит модифицированный крахмал. В данном варианте я использовала небольшое количество, на все количество жидкости всего лишь 12 грамм, поэтому не скажу, что это очень много. Возможно, кто-то напишет, что
Нежелательно использовать загуститель. Если не хотите его использовать, тогда просто заранее отвесьте сметану, чтобы с нее ушла лишняя жидкость. Но так как я этого не делала, поэтому в данном варианте и использую загуститель. Ну вот в результате получается крем. Ним можно не только наполнять торты, капкейки, пирожные, но и сверху минимально украшать какие-то завитки, волны, рюши, в общем, что-то минимальное, но можно благодаря таким узорам довольно-таки симпатично украсить торт. Ну а сейчас из общего количества крема небольшую часть, приблизительно 150-180 грамм, я забираю отдельно в тарелочку, пускай постоит в сторонке, пригодится нам дальше. Ну а я продолжаю готовить крем и во всю массу добавляю ранее подготовленную дыню. Все хорошо перемешиваю, это и будет основа нашего торта. Но за то время, пока готовила крем, у меня полностью приготовился корж. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Она должна быть обязательно сухой. Отставляю в сторону, пускай корж хорошо остынет, тогда буду переходить к наполнению торта. Как только корж остыл, достаю из формы, снимаю верхушку. Эта верхушечка будет служить нам в дальнейшем украшению торта. Ну а у меня получился готовый корж. Размер 18 см в диаметре и высота около 1,5 см, даже немножечко больше. В общем, такой вариант на 3 яйца довольно-таки хороший. Значит, сейчас перехожу к наполнению торта. Для этого я буду использовать ту самую пергаментную бумагу, на которой выпекала. Выкладываю ее на дощечку. Здесь можно использовать абсолютно любую форму, подложку, что у кого есть. Но у меня такой вариант сегодня. На дно укладываю корж, и, как ранее говорила, крем у меня очень сочный, поэтому абсолютно ничем не пропитываю. Кто регулярно смотрит мои видео, знаете, что я часто говорю о том, что люблю сочные торты. И часто, очень часто их пропитываю. Но в этом варианте, я вас уверяю, торт получается действительно очень сочный. Хорошенько разравниваю и накрываю пищевой пленкой, отправляю в холодильник для стабилизации торта. Занимает это приблизительно 5-6 часов, стабилизируется он как обычный торт, здесь не надо спешить. Я отправила даже на ночь, 5-6 часов вполне достаточно, но на ночь будет еще лучше. И тогда торт будет довольно-таки хорошо держать форму. Ну а теперь остается украсить торт, и мне понадобится та часть крема, которую мы откладывали из общего количества. Сейчас выравниваю верхушечку торта максимально ровненько, потому что за счет дыни сама верхушка торта не очень ровная, поэтому я и взяла немножко крема, чтобы сейчас вот это вот все сделать максимально ровненьким. Выровняла, и у меня осталась еще верхушечка, которую мы срезали с коржа. Я ее тоже обязательно сохранила для украшения, измельчила в мелкую крошку и полностью сверху посыпаю торт. Остается немного задекорировать, делаю это с помощью того самого крема, который оставался, буквально чайной ложки вполне достаточно. С помощью кондитерского мешка, если нет, возьмите обычный пищевой пакет, срежьте уголочек и вот таким образом украсьте тортик. В результате получается вот такой торт. Все быстро, легко и, конечно же, очень-очень вкусно.